Что такое неоязычничество? Совсем не понимаю, что это такое. Вот. Вы знаете, просто мне пришлось заниматься изучением движения New Age. Опять же, там, да, своя книга в этом посвящена. Я хочу сказать, что New Age – это оккультное движение, которое является восприемником мирового оккультизма, ну, в Мгм. основе которого лежит идеология или мировоззрение, или религия гностической, да, гностики, гностика манихейской идеи. Вот. И фактически большая часть верхушки западные, не только западные, они как раз вот и есть последователями диагностического мировоззрения религии. Но работают они очень-очень хитро, потому что они фактически выступают под маркой коммунизма М. на поверхности, а внутри это совсем другое. И поэтому, чтобы вовлечь в свои ряды людей разных религий, да, представителей разных религий, разных социальных слоев, разных возрастных слоев, они используют ту или иную форму. Вот. Поэтому неоязычество это является одной из, да, одной из ответвлений этого оккультного движения. Почему говорю неоязычество? Потому что он использует уже современные технологии, современные идейные определенные теории, которые New Age как раз и распространяют. Вот. И это движение, на самом деле, оно не сейчас стало очень распространенным, оно появилось еще в 80-х годах в Штатах, потом оно активно стало внедряться в Европе, именно из Америки это пришло. Помню, еще 90-е годы, там было просто всплеск неоязычества, все, так сказать, да, вот древнее, но именно не историческое, не в соответствии с тем, как это было в истории, в реальности, а это была такая обновленная форма, да, там последователи кельтов, там, кельтской религии, последователи германцев. Это все вот, было уже как бы в новой оболочке, вот в этой оккультной эзотерической оболочке. Когда началась у нас перестройка, вот тоже это где-то в конце 90-х, хотя началось это, я была свидетелем, да, я видела, когда вот началась перестройка, как активно нас стали внедрять это все оккультную диалоги мировоззрения, когда, помните, целые полки, да, целые книжных магазинов заходишь, все там в Рерихе, в Блаватской, вот. А следующий шаг это как раз неоязычество, но это для молодежи. И уже в 90-х годах я наблюдала это, как многие ребята молодые, которые пришли к православию, они резко стали уходить вот в это неоязычество, резко. Вот. Ну, а усилилось это уже в 2000-х годах. Ну, а после Гаванской встречи, насколько я знаю, это говорит статистика, дело еще больше. Это все углубилось еще больше, и эта тенденция стала фактически ведущей. Да, это так. Потому что молодежь, она очень сильно реагирует на ложь, на малейшую ложь. Вот я когда как преподаватель могу сказать, что это главное. Да? Вот если студенты слышат или чувствуют, что преподаватель лжет, даже в малом, так сказать, совсем небольшом, все, они закрываются. Ты никогда не будешь для них авторитетом. Ну, вот. А тем более в таких делах. Поэтому, если бы была, как говорится, не враг силен, а мы слабы, да, вот, если есть почва для того, чтобы эту болезнь продвигать, то она будет, если организм болен. Поэтому, в первую очередь, опять же, надо думать о том, чтобы быть верным истине и правде. Вот состояние в истине и правде. Очень много об этом говорят, но эти слова, они, знаете, как-то замылились, и в реальной жизни их не соблюдают. Все время опять говорят о чем-то мало значимом, о чем-то второстепенном, а главное не говорит. Ну, живи по правде, по истине, все. И тогда будет, так же, как в поэзии, вот, как и в преподавании тоже, вот он очень много спорит о том, да, как надо преподавать, какая должна быть педагогика, какие должны быть методы. А метод один – любовь. Если ты любишь ребенка, если ты любишь школьника, если ты любишь студента, ты каждому найдешь ключ, да, к тому, чтобы передать ему, вот, зажечь, да, его любовь к знанию. Вот, поэтому только это. Но вот чтобы не было этой любви, да, чтобы люди меньше всего думали об этом, об этой любви, и ведется вот эта такая страшная идейная борьба поганая, чтобы ее не было. Да. Христос же что сказал, что будет все меньше и меньше. Он же не сказал, что будут люди глупеть. Он сказал, что любви будет меньше. Вот. А если меньше любви, то люди, соответственно, глупеют, потому что дух, душа, тело все едино. Да, если ум человеческий не посвящен любовью,
то будет деградация интеллектуальная, будет деградация умственная, и все. Все от этого, потому что у нас почему-то считают, что ум сам по себе, а мораль сама по себе, нравственность сама по себе. Нет, это не так. Вот, и посмотрите, деградация идет куда вот эти две формы деградации, умственная, моральная и нравственная. Чем больше безнравственности, чем меньше нравственности, тем меньше ума, и наоборот. А вот все взаимосвязано. Поэтому вот так я могла бы ответить. И молодежь, которая видит эту ложь, она идет туда, где ей комфортнее, да, где ей удобнее. А там, да, все очень красиво. Тем более, что технологии затягивания вот в эти движения, в эти секты, они очень хорошо заработают. Это было еще 90-е годы, я видел, как это все делается. Те люди, которые сохраняли веру, с ними ничего невозможно было сделать. Если веры нет, то все. Либо человек теряет эту, да, веру, либо разочаровывается. Тем более, что веру надо все время питать. Опять же, ее питать надо правдой. А если ее не питать, то она скудеет. И вот получается так. Вот. Опять же, ложь процветает. Ложь и фарисейство. Да. И оборотничество. Вот это самое страшное. Когда под видом правды, под видом овцы, да, ходит ложь и волк. Но эта тема, она настолько архиважная, вот это про неоязычество, я еще почему объясню. Потому что вот вы затронули тему сегодня, в нашем разговоре про всеуважаемого, так в кавычках, телеканала «Спас» Голованова, вот этого товарища. Вот. Я, как сказать, всеуважаемый православного деятеля. Вот. Он затронул эту тему, про неоязычество. 500 тысяч, пишет, неоязычников в России. 500 тысяч, по его данным. Вот это тревожный симптом. И вот он сделал комментарий. Сегодня нам продают ядовитую поделку под видом веры предков. Говорят, до православия была наша настоящая исконная языческая культура, Велесовая книга, Перун, домовые обряды, магия природы. Все это красиво упакованный новодел 20 века, не имеющий реальной исторической подложки. До Кирилла и Мефодия у нас нет письменных свидетельств. Просто нет. Это выдуманная древность, выстроенная на потребы дня. Но у нас есть то, что поделать невозможно, это крещение Руси. Вот дальше идет вот это вот. Вот опять же, Евгений, вот смотрите, когда апостолы были посланы просвещать, да, свидетельствовать о Христе, была очень маленькая группа людей. Жили они в языческом государстве и ходили по язычникам. И очень быстро число христиан стало расти. Да, за ними шли люди, и это невозможно уже было остановить. Хотя была очень сильная пропаганда, да, была очень сильная языческая идеология, мы знаем, как это все бежало, все было на страхе. Вот. Почему? Почему это произошло? Потому что было единство. Слово и дело. Слово без дела мертво, и то, чему учили апостолы, они это реализовали в своей жизни. Они не разделялись, да, на теоретиков и на практиков. Вот. У нас, когда началась перестройка, были все возможности свидетельствовать о Христе. Да? Уже не было вот этого идеологического давления, не было никаких запретов. Поэтому стоит вопрос, почему за 30 лет, когда церковное руководство получило такие возможности, мы оказались в такой ситуации, когда сегодня неоязычник процветает так, как никогда не было у нас в России. Никогда. Я уже не говорю про Советский Союз, да? Вот. Вот надо вот об этом спросить. Не констатировать, что это процветает, а спросить, почему. Искать причины, помнить. И опять же вопрос, почему несколько апостолов, верующих, смогли сделать такое за небольшое, так сказать, да, количество времени в Римской языческой империи, и почему у нас за столько лет произошла обратная, да, ситуация обратная. А вот я думаю, об этом надо думать. Да. И опять же, я много работаю с молодежью. Еще раз хочу подчеркнуть очень важный момент. Молодежь ищет правду. Молодежь ищет истину.
И когда слова не соответствуют делам, они закрываются. И они ищут эту правду в другом месте, да, не здесь. Все. Вот это надо очень хорошо понимать. И тут это вопрос, а любят ли наших детей, нашу молодежь, любят ли их те, кто отвечает за них? Вот когда я смотрю то, что происходит в системе образования, вот, мне не с чем сравнить как историку, какие садистские методы применяются против наших детей, да, в школах. Я сейчас говорю именно про садизм, потому что то, что наши детей открыто делят на страты, то, что применяет евгенический подход, да, к умным, глупым, что сегодня главное сегодня это искать способных, талантливых, неспособных, талантливых, отсеивают, открыто об этом говорят, да, что создают эти индивидуальные траектории цифровые, вот, в соответствии с склонностями, способностями детей. Это что? Это что такое? И после этого вы хотите, чтобы дети любили и жили в соответствии с этой заповедью, если он каждый день говорит, ты достоин, а ты недостоин. Еще успеха, еще не успеха, да? Вот, вот последнее, да, вчера или сегодня заявление, там Соловейчик, который от Сбера занимается образованием, значит, заявил, что мы сейчас должны, дети получили возможность реализовать свои амбиции. Это главное, амбиции. Опять он говорит про какую-то новую парадигму, про какую-то новую эпоху. Да, и вот она написала, что парадигма-то уже, это никакая не новая, эта парадигма уже давным-давно реализована. Да? Ваша цифровая школа, она привела уже к интеллектуальной, нравственной деградации. Уже все сделано. Поэтому это все, это каменный век по сравнению с советской системой образования. Поэтому вообще вот это все, это уже в прошлом. Мы должны понимать очень хорошо, что вся эта цифровая эпоха, она в прошлом на самом деле. Она уже показала свои плоды, гнилые, абсолютно гнилые плоды. Вот. И то же самое здесь. Поэтому нам нужно сейчас думать о том, как себя спасать и как воссоздавать нормальное сообщество. Вот. Еще раз говорю, не поддавайся на провокации идейные, политические, будет сейчас очень много. Вот, потому что в реальности, я могу это абсолютно точно сказать, процесс осознания идет очень быстро сейчас, потому что люди уже столкнулись с теми последствиями, о которых мы когда-то говорили, потому что считали, что это их пугает. Сейчас каждый сталкивается с этим, да? Когда родители видят, что их детей не пускают в 10-11 класс, у них нет уже, так сказать, возможности продолжить обучение, это по-другому совершенно заставляет думать, понимать ситуацию. До этого они считали, что это все пугалки. Сейчас уже открыто, да? Уже открыто Смолин, депутат, который занимается образованием, вот выступая нас на конференции работников образования и науки, которая была посвящена как раз школе и образованию, сказал, что вот этот закон, который ввел изменил сдачу ЕГЭ, да, для девятиклассников, осталось только 2, если вы не будете поступать 10-11. А оказывается, депутаты уже открыто называют законом о ухаркиных детях. То есть это, к чему они хотели вернуться в Россию, которую они потеряли, они вернулись. Вот, то есть это такой, действительно, как он сказал, правый поворот. Но там не только правый поворот, там, так сказать, вообще уже евгенические вещи внедряются. О том, что у нас любят констатировать, что происходит с молодежью, рассказывать о тех страшных проблемах, которые есть, но почему-то не задают вопросом, откуда это все, о причинах этого явления. Дети же не сами это все делают, молодежь не сама. Да. Молодежь берет пример с кого-то. Поэтому меня вот всегда удивляет, что каждый раз... Прошу прощения, Олечка, скажи, пожалуйста, а вот у меня пока мысль такая, а вот сейчас я услышал, что современное образование отличается от образования во времена СССР, когда были, но вот само неоязычество, оно не могло же просто так возникнуть на пустом месте, да? То есть речь идет о том, что возможно ли так получилось, что все наша система образования современно встроена система неоязычества? Вот в чем вопрос. Современная система образования? Да. Ну, естественно, конечно, естественно. Дело в том, что неоязычество, как и вообще, кстати, язычество, они развиваются на почве невежества, да, на почве невежества знаний, потому что вот нам в советское время, это я могу тоже авторитетно сказать, поскольку я сама оттуда, значит, мы получали образование, в законе об образовании советском сказано, что целью образования является передача детям освоения основ научных знаний, фундаментальных знаний. Дальше там, что, естественно, нравственное воспитание, трудовое воспитание, все это так. Вот, но самое главное,
Да, первое – это фундаментальные знания, основа научных знаний. Вот. И поскольку мы изучали все, мы изучали естественные науки, технические, мы изучали гуманитарные науки, в первую очередь литература, русский язык, история. Литература наша, она была русская литература, в первую очередь классическая, она вся проникнута христианским духом. Поэтому у нас в советское время не было почвы для погружения в языческое мировоззрение. Наоборот, вся наша литература, вся наше мировоззрение, так что мы получали, это я по себе знаю, она нас вела к тому, чтобы принять христианскую идею, а самое главное, христианская мораль. Да, потому что вся русская литература, еще раз, это христианская литература. Поэтому советская мораль, она, естественно, это была форма христианской морали. Вот. И вот это было главное. И даже вот эта вот идея творения, хотя мы не могли ее принять и понять, да, но фактически она была, она как бы всегда присутствовала. Потому что у нас считалось так, что да, природа имеет свои законы, да, природа это есть как бы вот та самая высшая сила, но мы прекрасно понимали, что природа сама по себе, она не могла бы все это в себя сама по себе принять, и было ясно, что есть некий высший разум. Вот, поэтому тогда, в силу того, что у нас были научные знания, нам довольно, они сами да, вели вот к этой идее. А сейчас образование таково, что вот этих научных знаний не дают, дают обрывочные, отрывочные, такую картину, причем нету системной, да. Далее, самое главное, это то, что изменилась концепция образования, потому что наша концепция исходила из классической педагогики, что надо передать знания с пониманием, да, и дальше принципы классической педагогики, которые были выработаны на протяжении многих там десятилетий и даже столетий из русской гимназии, советской, все это была фактически вершина педагогики, потому что были разработаны принципы, доказавшие, показавшие на практике, да, свой потрясающий результат. Это там системность знаний, это предметность, да, это обязательное повторение, там много замечательных принципов, которые фактически и отличали советскую систему, лучшей, да, советской системы, которые вот тогда американские руководители, в частности, Рыкова, сказали, что главную угрозу представляет не военно-промышленный комплекс США, а именно ее система образования. Это главный вызов. И тогда вот они в конце 50-х годов, после запуска спутника Земли, нас стали внимательно изучать. И тогда вот пришли к выводу, что эту систему, она для них опасна, и тогда начался поворот в другую сторону. Именно тогда, поскольку на Западе в конце 60-х годов уже образовались, тогда это называли мультинациональные корпорации, вот, которые констатировали, что все это общество потребления, государство всеобщего благосостояния, массовое бесплатное образование, которое было в Европе, вот, и которое действительно обеспечивает тягу людей к знаниям, вот это все приводит к тому, что норма прибыли падает, да, что необходимо сворачивать всю эту социальную политику. Вот. И далее констатировали, что значит, бюджет слишком много тратит на образование, потому что люди хотят быть грамотными. Дальше они констатировали, это уже трехсторонняя комиссия в 1973 году издала значит, доклад Хантингтона, кстати говоря, в котором было констатировано, что в условиях высокообразованного общества для власти уже демократия представляет опасность, значит, надо это дело сворачивать. И именно в конце 60-х годов ЮНЕСКО и другие организации, Европейский круглый стол, значит, который объединял крупнейшие корпорации Европы, в Америке это уже давно осуществлялось, необходимо переходить от новой концепции педагогической к другой. Необходима смена парадигмы от концепции знаний, да, знаний, фундаментальных знаний, мы переходим к другой концепции. Нужны компетенции, которые требуются на рынке труда, которые заказывает бизнес. Все, компетенции. Смолянова тогда же была в конце 50-х годов еще концепция человеческого капитала, что человек это и есть часть основного капитала, не рабочая сила, часть основного капитала. Вот. И что образование это есть инвестиции, которые ты вкладываешь для того, чтобы получать прибыль. Поэтому нужно давать только те компетенции, те навыки, которые нужны заказчику, то есть бизнесу. Все. И вот эта концепция была сформулирована в итоге в такой форме. Обучение на протяжении всей жизни. Да, мы должны давать только то, что нужно рынку труда. И вот когда у нас произошла перестройка, именно эту концепцию у нас и переняли под видом вариативности,
под видом системно-деятельного подхода, который продвигал Асмолов, они фактически взяли вот эту концепцию, стали продвигать и открыто отказались от концепции знания, как они говорили, знания, умения, навыки, зум. Да, это не нужно, это уже устарело. Мы не должны давать академические знания. Вот. Это не нужно, потому что все меняется, ситуация меняется, быстро меняются технологии, вот, поэтому человек должен все время, да, подстраиваться под эти технологические потребности рынка труда. Все. И мы видим, к чему это привело. Мы видим, какие у нас программы, да, мы видим, какие у нас учебники. Дальше детей стали с раннего возраста пытаться профилировать. Сейчас уже это все делается открыто с 6 класса, да, изменили стандарты. Далее прописали, что главное это не предметные знания, это что метапредметные знания, это универсальное учебное действие, это функциональная грамотность. Вот та самая функциональная грамотность, которая прописана в ЮНЕСКО, что это является основным фактически показателем для измерения конкурентоспособности страны на рынках. Ну и все. И как эта функциональная грамотность стала ключевой, все изменилось абсолютно все. Но это уже особая тема. Если у нас там будет время, мы можем специально это записать. Да. Вот. Но, в общем, я к тому, что мы получили неграмотных, да, детей, не умеющих думать, не умеющих мыслить. Ну и все. Поэтому с их клиповым мышлением, с их ориентацией исключительно на эмоции, на красивые картинки, их очень легко вовлечь куда угодно. Вот. Поэтому вся проблема детьми – это не проблема детей, которых надо наказывать, да, и сейчас обсуждают, как с этим всем бороться. А надо не с этим бороться. Надо причины искать и менять причины, и возвращать классическое образование. Верните классическое образование, все. И это решит ваши проблемы. Вот. Но классическое образование для них, опять же, это главный враг, это главный вызов. Потому что тогда они не смогут поддерживать эту систему и высасывать из людей, получать сверхприбыль. Вот. Именно сверхприбыль даже, а не прибыль. Для этого ликвидировали политэкономию, когда началась перестройка, чтобы люди не изучали, что такое капитализм, что такое норма прибыли, которая имеет тенденцию к понижению. И чтобы она не понижалась, или чтобы она сохранялась, по крайней мере, не понижалась так быстро, да, необходимо сокращать издержки. А что такое издержки? Это есть то, что тратится на человека, это социальная политика. Вот, все очень просто. Вот. Политэкономия, капитализм, она все объясняет, что происходит в экономической и в социальной сфере. Ну вот, но поскольку антисоветизм становится все сильнее и сильнее, он напоминает мне уже то, что было в 90-е годы. Как-то они вот пока было все сытно, да, так, когда еще жир был, то они как-то немножко присмирели, перестали так сильно ругать советскую власть и вообще социализм. А теперь опять проблемы стали расти, значит, надо опять к этому возвращаться. И вот, значит, начинается такая уже, я бы сказала, истерия, антисоветская истерия. Очень мне напоминает то, что было в 90-е годы. Знаете, такой пещерный антисоветизм. Причем почва для этого, я уже сказала, какая, да, это сокращение социальной политики. Вот, и люди ужесточаются, значит, надо найти врага. Не объяснить, что во всем виноваты остатки социализма, которые еще у нас присутствуют. То есть все перевернули вообще с ног на голову. Да. Вот такие интересные вещи, да. Причем, понимаете, советскую эпоху нашу, ее обозначает только они. Это атеизм, безбожники, безбожники, безбожники. Простите, а откуда появились люди, которые, когда началась перестройка, быстро пришли к вере, вернулись к вере? Откуда? Потому что почва была. А сейчас вы говорите, что у нас куда молодежь уходит после 30 лет? Да. Перестроечный дел. Куда она уходит? Она уходит не в язычество. А почему? Где причина? Это что, опять Советский Союз виноват? Да. 100%. Так что, понимаете, столько нестыковок. Одна ложь на лыжи, и ложь и погоняет. Да. И все это еще, и все это православные оболочки. Вот что самое главное, православные оболочки. И когда они видят вот эту вот, что эту всю ложь, молодежи еще больше отторжение идет. Неужели непонятно?